Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такую вот базовую футболку в кло, а также постараемся добавить на нее реалистичные складки. Для этой футболки я использовал дефолтный пресет ткани. Итак, давайте начнем. Удаляем все это дело и скин offset аватар выбираем на 0. Для начала создадим обычный прямоугольник. Добавляем несколько точек, чтобы создать вырез под воротник и пройму рукава, и немного удлиняем, а затем опускаем линию плеча. Затем эти две точки преобразуем в кривые. Чтобы ускорить свою работу, я использую шорткаты. Рекомендую вам сделать то же самое и настроить горячие клавиши в настройках. Далее создаем симметричный дубликат слоя и еще раз копируем его. Переворачиваем слой. Немного приблизим к аватару, чтобы у нас ничего не упало. И сшиваем детали. Поднимаем точку линии воротника на спинке, чтобы уменьшить вырез воротника. Затем я поднимаю линию плеча на спинке чуть выше и стараюсь сформировать пройму рукава. Я увеличиваю детали выкройки, чтобы они не сидели так плотно на аватаре. Вижу, что верхний изгиб проймы угловатый, и используя опцию Match Up, я сопоставляю обе детали, чтобы выровнять изгиб. То же самое проделаем с вырезом под воротник. Затем я продолжаю формировать более правильный изгиб выреза под воротник на спинке. Также вижу, что нижний изгиб проймы тоже немного угловат, и выравниваю его. Увеличиваем длину детали футболки и стараемся выровнять длину спинки и переда, корректируя ее по 3D окну. Вижу, что ткани спереди слишком много, поэтому уменьшаем ее, двигая нижние точки переда. Затем проделаем одни и те же действия, двигая нижние точки на деталях для формирования длины.
Еще немного удлиняем детали и продолжаем формировать низ нашей футболки. Параллельно убирая немного ткани на спинке. Далее я вижу, что на вырезе под воротник сзади снова появилась лишняя ткань. Убираем ее, двигая точки. Выделяем линии проймы спинки и переда, и в окне свойств смотрим общую длину. У меня она равняется 437 мм. По этой длине из прямоугольного куска ткани формируем рукав. Добавив точку кривой примерно посередине прямоугольника. Добавляем дополнительные точки кривой, чтобы сформировать окат рукава, и еще две дополнительные точки ближе к краям рукава, чтобы убрать лишнюю ткань. При этом смотрим, чтобы длина оката соответствовала общей длине двух линий проймы. Пришиваем рукав к пройме. Сшиваем края рукава. С помощью инструмента Segment Tool я уменьшаю линию края рукава, чтобы его немного заузить. После этой манипуляции видно, что край рукава имеет неровный изгиб. Это можно легко поправить, добавив точку кривой примерно посередине и выгнув линию вверх. Далее с помощью сочетания клавиш Ctrl-D создаем симметричный дупликат рукава. Выделяем линии воротника спинки и переда, и в окне свойств смотрим общую длину. Создаем прямоугольные ткани для создания воротника нужной длины. И пришиваем его к линиям спинки и переда. Далее все тем же сочетанием клавиш Ctrl-D симметрично дублируем деталь воротника. Сшиваем детали между собой.
Затем я создаю второй слой для воротника под первым слоем с помощью функции Layer Clone Under. Затем с помощью функции Remove Linked Editing убираем симметричное редактирование между двумя этими слоями. Выбираем обе детали нижнего слоя и к нижним линиям применяем функцию Offset Pattern Outline и смещаем линию два раза по 5 мм. Удаляем шов по периметру, который сшивает детали воротника между собой. Затем создаем новые швы, так как показано на видео. Затем выделяем линии воротника на спинке и переде. С помощью функции Offsets of Internal Lines смещаем внутренние линии на 5 мм. Пришиваем к ним внутреннюю линию детали воротника, так же как на видео. Затем выбираем все 4 детали воротника и меняем значение Thickness Collision с 2,5 до единицы, для того, чтобы детали более плотно прилегали друг к другу. Далее создаем прямоугольник ткани, пришиваем его к краю рукава и с помощью функции Superimpose Side размещаем на аватаре, а затем сшиваем его. По аналогии с воротником, создаем второй нижний слой деталей, используя функцию Layer Clone Under. Убираем симметрию и удаляем шов по периметру. У верхнего слоя нижнюю линию смещаем два раза на 1 мм. Благодаря этим линиям мы создадим реалистичный загиб ткани вовнутрь. Сшиваем детали между собой, так же как на видео. У нижнего шва в свойствах понижаем силу складки до нуля. Не забываем сшить нижний слой детали. Создаем симметричную копию деталей. Далее выбираем нижние линии деталей спинки и переда и смещаем внутренние линии на 10 мм с помощью Offsets Internal Lines. Выделяем линии получившейся фигуры и, используя инструмент Trace, создаем нужную деталь одежды, используя функцию Trace as a Pattern. Пришиваем получившиеся детали к спинке и переду. Затем размещаем их внутри и сшиваем между собой. Уменьшаем коллизию до единицы.
Снова выбираем детали спинки и переда и смещаем нижнюю внутреннюю линию 2 раза на 1 мм. Силу складки нижнего шва уменьшаем до нуля. С помощью функции Merge соединяем детали переда, а затем и детали спины. Точно то же самое проделаем с нижней деталью футболки. Затем я заметил, что на спине присутствует большое количество ткани. Убрать ее мне помогла усадка ткани по вертикали. Поэтому в окне свойств я понижаю значение Shrinkage Warp до 98. А усадку ткани по горизонтали для обоих деталей я увеличил до 103. Вы можете выставлять такие значения, какие нравятся вам, либо же вовсе не изменять их. Аналогичные действия я проделаю с деталями рукавов. Здесь я заметил, что пропал шов на воротнике. Возможно, это случилось после того, как я соединил детали спинки и переда вместе, поэтому я снова пришиваю деталь на свое место. Далее функция Merge. Соединяем детали воротника. Выделяем все детали выкройки и выставляем значение Particle Distance до 5. После этого включаем симуляцию и стараемся красиво драпировать складки.
Здесь мне не понравились лишние складки чуть ниже воротника, поэтому решил их убрать, разрезав выкройку спинки и немного подвинув точки выкройки. Здесь мне не понравились складки на плечах в районе рукавов и воротника, которые образовались из-за лишней ткани. Поэтому я взял инструмент Segment Tool и двойным щелчком на якорной точке сместил ее, чтобы повернуть деталь и не изменить при этом длину линии плеча. Продолжаем драпировать складки так, как вам нравится. И на этом футболка готова. Всем удачи и пока!